Привет, друзья! Я рад снова вас видеть на своем канале. Еще вчера хотел выпустить ролик и показать, какое небо чистое, солнце, настоящее израильское тепло. И это после почти месяца дождей и пустынных песчаных бурь. Да-да, такое может произойти только в Израиле. Песчаные бури и дождь. И это все продолжалось целый месяц. Вчера солнце, чистое небо, погода супер. Вот такой этот удивительный уголок Земли. Страна, где природа никогда не скучает и всегда умеет удивить. Еще вчера утром я вышел на улицу и просто остановился, дышал, улыбался, радовался чистому небу и уже планировал свою поездку сегодня в Иерусалим. Казалось бы, вот она, долгожданная свобода. Солнце светит, небо голубое. Беги на пляж, выходи на море, езжай на природу. Но нет, друзья, сегодня не тот день. И причин здесь две. Первая причина чисто практическая. После таких песчаных бурь намело дно, и дно поднялось в Марине. Так что невозможно выйти в море. Вот так вот. Но есть причина более серьезная. И хочу я сказать об этом прямо, без лишних слов. Сейчас военное время. Израиль находится в состоянии противостояния с Ираном. Ситуация напряженная. И она требует от каждого из нас ответственности. Выходить в открытое море значит оказаться далеко от берега, далеко от укрытия. Если прозвучит сирена, у вас не будет ни секунды, не будет ни возможности добраться. Если прозвучит сирена, у вас не будет возможности добраться до бомбоубежища. То же самое касается вылазок на природу. Ущелья, горные тропы, отдаленные парки. Все красиво, но в нынешней ситуации небезопасно. Поэтому оставайтесь там, где рядом есть укрытие. Это не страх, это мудрость. И все же дни сейчас особенные, праздничные дни. И это, друзья, не просто маца и марор на столе. Это одна из самых великих и захватывающих историй, которую человечество помнит уже более 3000 лет. В Израиле на Песах есть своя особенная традиция. Вся страна выходит на природу. Горы, водопады, ущелья, национальные парки. Все это праздничные дни буквально переполнено людьми. Пробки даже на природе. В ущельях, на дороге, на подъемах. Но в этом году все иначе. В этом году мы чуть осторожнее. И это правильно. Зато у меня для вас есть отличная альтернатива. Загляните мои прошлые ролики о путешествиях по Израилю. Ущелья, пляжи, горные дороги, открытые уголки страны. Все это уже снято, и все это ждет вас на канале. Зайдите и посмотрите. Ссылки я поставлю где-то сверху, может быть, внизу в описании. Поищите, посмотрите. Я уверен, вам будет интересно. Итак, друзья, прошел всего лишь один день. Все это было вчера. Прошел один день, и солнце сменилось таким линиям, что я даже описать вам не могу. Посмотрите сами. Это же даже до машины дойти. Внезапно небо затянулось, пошел дождь. Все произошло внезапно, без предупреждения. И я стою на улице в футболке, в кроссовках, по пути в Иерусалим. Вот так вот. Апрель в Израиле – это всегда сюрприз. Кстати, сегодня 2 последних дня, когда евреи молятся о дожде. Через 2 дня мы будем молиться о росе. И так будем продолжать молиться о росе до нового израильского Нового года, до Рош ха-Шана. Мы решили немножко переждать. Сидим в машине, смотрим на дождь и ждем, пока оно кончится. Потому что есть цель, и она важнее дождя. А цель у нас особенная. Сегодня заходит Шви шель Песах. Шви шель Песах – это 7-й день, последний день Песаха. День с глубоким смыслом. Именно в этот день, по преданию, произошло величайшее чудо. Расступилось Красное море. Народ стоял на берегу. Впереди вода, сзади армия фараона. Казалось, выхода нет. И именно тогда море открылось. Символично, правда? Мы едем в Иерусалим сквозь линию, и я думаю, море расступилось, так что и дождь тоже не помеха. Хочется успеть до захода праздника, передать ваши записки к стене плача. Многие из вас написали мне, доверили свои слова, свои просьбы, имена близких людей. Это доверие я воспринимаю очень серьезно.
Идея благородная, и я уверен, что у нас все получится. Дождь нас не остановит. Поехали дальше. Куда идем мы с Петечком? Большой секрет. Вот небо уже голубое. Очищается. За нами небо не голубое, а вот перед нами. Вот перед нами. Вот что такое творится перед нами. Старый город Иерусалим полностью перекрыт. Обычные дороги и обычные маршруты, которые я делаю, чтобы приехать к стене плача, перекрыты. Вот, и мы уже делаем, наверное, 3-й круг, чтобы найти проход, чтобы приблизиться к стене плача. Обратите внимание на пустые улицы, пустые магазинчики. Мы заходим к стене плача через внутренние ворота, внутренние проходы. Эти проходы обычно закрыты. Сейчас их открыли специально для того, чтобы сделать безопасный проход к стене плача. Нахождение у стены плача ограничено до 15 минут, потому что впускают каждый раз по определенному количеству людей. Вот, и до 15 минут ограничивают время нахождения у стены плача. Поэтому сделаем все, постараемся все сделать быстро. Это было очень коротко, но мне удалось сделать то, что вы просили. Я дал ваши записочки. Нахон, первый раз здесь? Да, это из-за войны это место, но... Для женщин вообще не продумано. Записки не положить, к стене не дотронуться. Я недовольна вообще. Да, но ты побыла в том месте, где вообще женщины не появляются. Ну, спасибо, что дали хотя бы через окошечко посмотреть. Итак, друзья, резюмируя. Солнышко, как вы видите, вышло. Небо голубое. Вот, как говорится, хотели, чтобы дождь перестал хотя бы на время, что мы будем в Иерусалиме, так оно и произошло. Вот, были в Иерусалиме, точнее, были у стены плача очень короткое время, но были в бронированном месте, город, который под землей. Да, это раскопки, которые были так найдены под землей, это части стены плача, которые находятся именно в скале, не в скале, а под землей. Вот, и место это более-менее защищено, поэтому допускается, из-за того, что место очень короткое, очень маленькое, допускается в это место до 100 человек. Запускают на 15 минут до 100 человек. О, это было очень коротко, очень быстро, но я все успел. Дай Бог, чтобы ваши пожелания, ваши молитвы были услышаны, чтобы то, что вы написали в записочках, было, как говорится, услышано, и дай Бог, чтобы вы получили то, что вы просите. Праздником всех евреев с Песаха и всех христиан с праздником Пасха, который вот-вот вроде должен начаться. Мы только зашли домой, и обратите внимание, что опять творится на улице. А вот теперь скажите мне, кто из вас не верит в чудо? Кто из вас не верит, что сегодня произошло то самое чудо, которое произошло несколько тысяч лет назад, когда народ еврейский, народ Израиля вышел из Египта? Когда Красное море раскрылось. Вот нам море небесное раскрылось, мы прошли, вернулись, и оно закрылось.
Друзья, с праздником вас. Всего хорошего.